Действие и реакция — вечный танец существования. Каждая мысль, которую мы допускаем, каждое представление, мелькающее в нашем сознании, все это распространяется по полотну жизни. «Мне отмщение, и я воздам, — говорит Господь». Вечная истина — неизменный закон соответствий. Во всем этом речь идет о законе причины и следствия. Закон настолько абсолютный, что даже мельчайшая мысль приводит его в действие. Разве вы когда-нибудь изумлялись тому, как быстро он действует, почти застигая нас врасплох? Видите ли, мы — архитекторы нашей реальности, режиссеры этой космической пьесы. Если мы запутались в паутине старых мыслей, мы должны подняться, возвыситься над ними, думать о более возвышенных вещах. В конце концов, мы имеем дело с непреклонным законом причины и следствия. Он никогда не спит, он воспринимает каждую мысль и действует на нее без промедления. Вот интересная часть. Даже если мы были неосторожны с этим законом, спотыкаясь об его хитрости, искупление возможно. Нам не нужно спотыкаться, нам нужно только повернуть с прежнего пути и вступить на новый. Мы поднимаемся, и по мере нашего подъема мы переходим от старого закона к новому закону, который формируется специально для нас. Когда мы стремимся только к добру, тени рассеиваются, чтобы никогда не вернуться. Динамическое взаимодействие между нашими внутренними мыслями и внешними влияниями является краеугольным камнем понимания того, как управлять внешним миром, овладевая внутренним царством. Люди часто запутываются в паутине общественных ожиданий, отражая то, что они видят, и повторяя то, что они слышат. Это человеческое свойство — поддаваться влиянию окружающего мира за пределами нашего сознания, часто становясь невольными актерами в пьесе, которую мы не писали. Мы думаем, потому что мы мыслящие существа, и эта мысль неизбежно вызывает события и обстоятельства в нашей жизни. Одна глубокая истина заключается в том, что наш разум действует как губка, впитывающая все, с чем он сталкивается, будь то позитив или негатив. Это восприимчивое качество разума универсально. Оно не делает различий. Таким образом, наши мысли, наши внутренние размышления становятся архитекторами нашей внешней реальности. Это похоже на закон причины и следствия, фундаментальный принцип, сформулированный на протяжении всей истории великими умами, такими как Альберт Эйнштейн, который знаменито заявил: «Воображение важнее знания, ибо знание ограничено, а воображение охватывает целый мир». В нашем стремлении овладеть внешним миром, управляя внутренним, мы должны ревностно охранять наши ментальные святыни. Да, мы мыслящие существа, но это означает, что у нас есть сила выбирать, что мы позволяем войти в наш разум. Мы можем либо пассивно отражать внешний мир, увековечивая старые шаблоны, либо сознательно формировать наши мысли и убеждения, чтобы отразить реальность, которую мы желаем. Чтобы достичь этого, нам нужно перейти от реактивного мышления, управляемого внешними влияниями, к проактивному мышлению, где наш внутренний мир становится источником всех наших действий и переживаний. Как метко выразился Джеймс Аллен: «Вы сегодня там, куда привели вас ваши мысли. Завтра вы будете там, куда возьмут вас ваши мысли». Сила мысли — движущая сила за концепцией о том, что контроль над внутренним миром приводит к овладению внешним. Чтобы продемонстрировать процветание, императивно погрузиться в обильный склад ума. Эта практика вращается вокруг занятия конструктивным мышлением и последовательного использования языка, соответствующего процветанию. Мы расширяем то, на чем сосредоточены, простое, но глубокое понятие. Если мы решительны в мысли и разговоре о богатстве, наша реальность естественным образом будет отражать эти мысли. Мы конструируем наш опыт на основе чертежей, которые мы предоставляем разуму. Напротив, жизненно важно отбросить мысли и действия, которые противоречат желаемому результату. Мир, безусловно, наполнен изобилием, однако человеческая психика, часто обусловленная внешними влияниями, может больше резонировать с нехваткой. Следовательно, наша ответственность — очистить ментальный ландшафт, стирая следы негатива, сомнения и ограничения.
Эта трансформация не просто о том, о чем мы думаем. Это также о языке, который мы используем. Наши слова обладают огромной творческой силой, и они должны соответствовать нашим устремлениям. По сути, это сдвиг от реактивного склада ума к проактивному. Реактивность, укорененная во внешних влияниях, увековечивает старые шаблоны и ограничения. С другой стороны, проактивность задействует силу мысли, преднамеренно создавая реальность, резонирующую с процветанием, и которую мы предвидим. Закон причины и следствия неразрывно связан с силой мысли, управляет этим процессом. Мы пожинаем то, что сеем в наших ментальных садах, и чтобы собрать изобилие, мы должны посадить семена изобилия в наших умах. Овладение внутренним царством через произнесенное слово — мощный инструмент для управления внешним миром. Оно превращает мысли и намерения в осязаемые проявления, обеспечивая мост между эфирным миром идей и конкретной реальностью, в которой мы обитаем. Когда мы говорим с убеждением и ясностью, наши слова несут в себе творческую силу, которая формирует наш опыт. Эта концепция укоренена в древней мудрости многочисленных культур, о чем свидетельствуют слова Лао Цзы. «Смотри на свои мысли, они становятся твоими словами. Смотри на свои слова, они становятся твоими действиями. Смотри на свои действия, они становятся твоими привычками. Смотри на свои привычки, они становятся твоим характером. Смотри на свой характер, он становится твоей судьбой». Утверждения играют ключевую роль в использовании силы произнесенного слова. Эти позитивные утверждения, когда их последовательно произносят с верой и намерением, перенастраивают наши модели мышления и убеждения. Они служат компасом, направляющим нас к желаемой реальности. Например, утверждения, подобные «я достоин изобилия», «я притягиваю успех без усилий» или «я излучаю позитив и притягиваю такую же энергию», постепенно могут изменить самовосприятие человека и повлиять на внешние обстоятельства. Утверждения служат сознательным актом программирования подсознания. Они заменяют ограничивающие убеждения вдохновляющими нарративами. Когда их последовательно повторяют, они создают ментальную среду, благоприятную для проявления желаемых результатов. Это похоже на возделывание сада. Слова, которые мы произносим, являются семенами, а наши умы — плодородной почвой. По мере того, как мы взращиваем эти семена через повторение и веру, они прорастают в реальность, которую мы представляем. Таким образом, утверждения в этом смысле — это не просто слова, а катализаторы глубокой трансформации, выравнивающие внутреннее с внешним. Закон отражения — фундаментальный принцип понимания взаимоотношений между нашим внутренним миром и внешней реальностью, подчеркивает динамическое взаимодействие между мыслью и опытом. Другими словами, наши мысли — это не изолированные эфемерные сущности, а мощные силы, которые формируют наши внешние обстоятельства. Эта концепция согласуется с мудростью, которой поделились бесчисленные философы и духовные лидеры на протяжении всей истории, такие как Ральф Уолдо Эмерсон, который заметил: предком каждого действия является мысль. Чтобы полностью постичь закон отражения, нужно понять, что наш разум служит и холстом, и художником нашей жизни. Каждая мысль, убеждение и намерение, которые мы исповедуем, рисует мазок на этом ментальном холсте, создавая яркий портрет нашего внешнего мира. Мы никогда не можем испытать ничего за пределами того, к чему мы ментально способны. Если наши мысли укоренены в ограничениях и негативе, наш внешний опыт неизбежно будет отражать эти ограничения. Напротив, когда мы взращиваем мышление изобилия, роста и позитива, наша реальность отвечает тем же. Закон отражения приглашает нас стать бдительными кураторами наших ментальных ландшафтов. Жизнь — это не то, что мы наблюдаем пассивно, а то, в сотворении чего мы принимаем участие. Каждая мысль, сознательно или бессознательно порожденная, влияет на зеркальный отклик нашего внешнего мира. Поэтому путь к овладению внешним миром начинается с овладения внутренним. Необходимо выровнять наши мысли и убеждения с реальностью, которую мы желаем.
Это предполагает, что мы делаем осознанный выбор о том, что позволяем войти в наши умы, боремся с ограничивающими убеждениями и взращиваем образ мышления, который приглашает процветание, исполнение и позитивную трансформацию в нашу жизнь. Чтобы по-настоящему овладеть внешним миром, контролируя внутреннее царство, нужно выйти за рамки теоретического понимания и перейти к практическому применению. Жить истиной становится краеугольным камнем этого стремления. Речь идет не просто о признании силы мыслей, слов и убеждений, но об активном воплощении этих принципов в повседневной жизни. Этот переход от концептуального осознания к пережитому опыту является местом, где происходит глубокая трансформация. Жить истиной начинается с обязательства выровнять свои мысли, слова и действия с желаемой реальностью. Проактивная жизнь включает в себя формирование своего внешнего мира путем формирования своего внутреннего мира, а не реагирование на внешние обстоятельства. Этот сдвиг требует осознанности и преднамеренности мыслей и их влияния на переживания. Людям настоятельно рекомендуется перестать пассивно отражать внешний мир и предпринять активные шаги по его формированию. Более того, жизнь в истине требует избавления от старых шаблонов и убеждений, которые больше не служат чьим-либо устремлениям. Это похоже на очищение холста, чтобы подготовить его к шедевру. Должен быть принят склад ума изобилия, позитива и роста, чтобы избавиться от негатива, сомнений и ограничивающих нарративов. Таким образом, люди создают внутреннюю среду, которая притягивает реальность, которую они предвидят. Жизнь в истине — это непрерывное путешествие, постоянная практика самосознания, преднамеренности и гармонии. Таким образом, внутренний мир человека оказывает свое преобразующее воздействие на внешний мир, чтобы их жизни соответствовали их самым заветным желаниям. И завершая это путешествие, может встретить сопротивление тех, кто еще не просветлен. По-настоящему великие люди, однако, сохраняют внутреннее спокойствие среди хаоса, непоколебимо полагаясь на принцип. Их миссия заключается не в спасении мира, а в олицетворении истины. В конечном счете, мир должен спасти сам себя. И по мере того, как все больше и больше души пробуждаются к этому пониманию, гобелен реальности переплетается заново. Мы все, божественные идеи, взаимосвязанные в великом замысле, связанные одной силой. Дальнейший путь предельно ясен. Прекрати бороться с тем, чего ты не хочешь, и забудь об этом.